Leon Jennings here from Asian Persuasion MMA. I'm here with Vitaly Bigdash, who challenges Aung La Nsang for the one light heavyweight title in the main event and one on TNT 4 on April 28th. Vitaly, how are you? How good is it to be back? Виталий, как дела? Как себя чувствуете? Насколько вы, рады возвращаться в октагон? Приветствую еще раз всех, друзья. Чувствую себя очень мотивированно, очень заряженно. Я очень долго ждал возможности вновь вступить в клетку One Championship. И особенно я ждал возможности вернуть свой титул обратно. Так как все знают, какая у нас история с Aung La Nsang. Поэтому я очень мотивирован, так как никогда, я очень заряжен. И уже на самом деле, как никогда, жду скорейшего возвращения в клетку. Hi everyone, hi all of my fans. Thank you very much for asking. First of all, it's great to be back. I'm super motivated and energized for this, and I'm so much looking forward to bring back my belt. Everyone knows our story with Aung La Nsang, and it's gonna be a very amazing fight, and hopefully I can get my belt back. That's going to be my next question. How good is it to finally get the trilogy with Aung La? And also, obviously, this is for the light heavyweight title, I guess, whereas you had the middleweight. So I guess you're happy going for a different belt? Насколько вы, скажем, готовы, вот вы меняете свой дивизион с middleweight на light heavyweight. Как вы себя чувствуете в этом плане, чтобы забрать пояс в light heavyweight? В легком тяжеловесе. Я понял, да. Небольшие трудности были в начале, да. То есть, почему? Потому что смена весовой категории, она всегда должна проходить более плавно, для того, чтобы набрать мышечную массу, чтобы ее, как говорится, проработать, обжить. Вот. Но у меня было достаточно времени, я набрал сначала даже чуть больше, чем нужно, потом немного веса скинул, и то, что вот у меня осталось, это чисто моя мышечная масса. Я не сказал, что я вот именно набрал там полноценно, да, там 10 килограмм, я набрал, грубо говоря, 5 килограмм, но это такие 5 килограмм именно рабочие. Поэтому, в принципе, я не думаю, что там сильно будет что-то отличаться от от того, как я чувствовал себя раньше и то, как сейчас буду чувствовать себя в этой категории. Вот. Я чувствую себя хорошо, быстро, функционально, выносливо, поэтому я думаю, что будет все отлично. It's always kind of should be a gradual increase from one way to another. And then I came to this kind of move in a very smoothly approach because you have to gain the muscle weight and. First of all, I even gained more than I have expected, but also, but then I caught that, and now I'm left with 5 kg. So it's again have to be a smooth way to do this approach. But for me, it doesn't really matter because in my previous weight division as well as in this one, I feel comfortable. I feel the same as fast as I was. So yeah. Will we see you move back down to middleweight, or is this a permanent move up to light heavyweight? Вы вернетесь в свой предыдущий вес, или это будет постоянный, который в легком тяжеловесе? Пока я еще точно не решил. Я думаю, все будет известно после нашего боя. Поэтому уже будем принимать решение. В принципе, я готов драться на 2 категории. Если организация этого захочет, я готов буду драться и в категории light heavyweight, либо в среднем весе, без проблем. Well, to be frank, I haven't decided yet. I'm waiting for this fight to happen, and then I think I will take my decision. But if the organization decides and needs me in both divisions, I'm really happy to join middleweight as well as light heavyweight division. It's not a problem to me.
What are your thoughts on the new middleweight champion, Reina de Ryder, and his win against Aung La recently? Что ты думаешь о бойце с middleweight, который дрался с Aung La недавно и победил его? Какое мнение о нем? Рейнер Ден Ридер, да. Все верно, да, Рейнер Ден Ридер. Да. Ну, я думаю, то, что на самом деле он, в принципе, сделал все то, что должен был делать, то есть обнажил все его слабые стороны и показал, что в чем у него большие очень огрехи и проблемы. Я, конечно, думаю, что он сейчас усиленно их пытался решить, пытался как-то их нивелировать. Ну, я думаю, что там для фанатов и настоящих понимательных смешанных единоборств они понимают то, что в чем его минусы, поэтому как бы Ден Ридер просто их обозначил, резко показал, как его можно выиграть. Вот и все. Well, I think it was kind of a very interesting fight, first of all, and the Rainier, he really understood the weak sides of Aung La, and he defined that during the fight. So those people who the fans and who understands MMA, it was clear for them that Rainier won this fight strategically because he identified those weak sides of Aung La. You haven't competed since the end of 2018, so just over 2 years ago. How's that going to affect your performance, do you think, and how's that affected your training camp going into your comeback fight? Ты не дрался уже 2 года. Как это повлияло на тебя в целом и как вот твой на тренировочный процесс повлиял? Ну, это время я не отдыхал, я тренировался, постоянно старался улучшаться во всех аспектах. Как оно повлияло эти 2 года? Да я думаю, что просто я стал еще более голодным и более хочу вернуться в клетку. Вот и все. Well, it didn't really affect me because I didn't stop training. I was continuously training. The only way it affected me is I become more hungry, and I want to return my belt. So you were supposed to challenge Aung La a year ago for the middleweight title. That obviously got cancelled because of the whole COVID situation. And then he fought Reina. Are there any positives from that? Are you happy in a way to be competing at light heavyweight? I know there's a tough weight cut for middleweight. Are you happier challenging Aung La at light heavyweight? У тебя должен был быть состояться с Aung La год назад, но из-за вирусной ситуации бой был отменен. И сейчас у тебя бой с Aung La в light heavyweight. Насколько ты, скажем так, рад этому бою именно вот в этом дивизионе? Я вообще, в принципе, очень рад этому бою. Почему? Потому что я ждал этого 3 года. Generally, I'm super happy, to have this fight, especially in these divisions, because I was waiting for this fight for 3 years. I think it's been almost 4 years since you last fought Aung La. What improvements have you seen from him in that time, and what improvements do you think you see in yourself since then? Прошло много времени с вашего последнего боя. Насколько ты видишь изменения в Aung La в бою, и насколько ты сам улучшился в бою или в качествах своих? Ну, в те бои, которые я видел, его крайние, последние, я бы не сказал, что он в чем-то добавил или в чем-то улучшился. Для него очень многие были соперники ему подстать и, так сказать, по зубам. Поэтому первый, тот, кто ему реально что-то мог сделать, обозначил все его самые слабые стороны и в итоге выиграл. Вот и все. Поэтому я думаю, что я для него крайне неудобен. И что именно будет, мы уже увидим 28 апреля. Well, to be frank with you, I watched his previous and the prior of that the fights, and I didn't really identify something that
he has increased on or improved on, but those fights that he had were the fighters that didn't understand his weak side, as I mentioned. But the only challenging person the fighter had was Rainier, and then he identified those weak sides and he won. So I will be very uncomfortable for him, and we will see during the fight. We will see during the fight that. I know you felt like you won the rematch against Aung La. What's more important? Is it avenging that loss, going 2-1 up in the series between the two of you, or winning the new belt? Sorry, I misheard. Can you please repeat the names? Yeah, so I know Vitaly, he believes he won the rematch against Aung La. What's more important, avenging the rematch loss or winning the belt? В предстоящем бою что больше всего важно? Выиграть реванш или забрать пояс? Так скажем, здесь одно неразрывно от другого. Поэтому пояс это всего лишь такой как бы небольшой бонус, небольшое добавление, небольшой бонус, так скажем. Вот. Но мне очень важно именно выиграть у него. Если бы этот бой был бы не за титул бы и просто в каком-то другом весе, либо просто был бы рейтинговый бой, для меня было бы важно только одно, только выиграть его и все. А пояс это уже, как говорится, вишенка на тортике. Принципиально, просто дело здесь принципа было. To be frank with you, the fight is more important and more like a principle to me, because the belt is just an additional bonus, and that's how I see it. And having this fight, that doesn't matter in any weight division, is for me is more important than having this belt. But the belt is, of course, is a good bonus for me. Lastly, how do you get the win on April 28th? Как ты ожидаешь свою победу, если в этом бою? Ну, я не могу точно сказать, в каком раунде это будет, если вы об этом. Вот. Я просто думаю, визуализирую то, что она будет очень яркая и красивая. Я думаю, всем фанатам понравится наш бой, поэтому это будет зрелищно точно. Well, I can't tell you in which round I will win this fight, but I can be confident that it's going to be a very bright and beautiful, and the fans will enjoy it. Brilliant. Well, good luck. Looking forward to it. Thank you for today. Thank you, Leon. Thank you. Удачи, Виталий, берегите себя. Все, спасибо. Все, конец? Давайте. Да, конец, можно отключаться.